Это второй выпуск шоу «Продолжение исследуют люди». И сегодня мы говорим с главным редактором телеканала «Дождь» Тихоном Дзитко. Канал «Дождь» у нас признан иноагентом, и это мы вынуждены сказать в самом начале. Меня зовут Павел Каныгин. А меня Наталья Жданова. И пару слов о нашем проекте. Здесь мы говорим о переломных событиях в современной России с экспертами, журналистами, с участниками событий, с теми, кто может рассказать, как все было на самом деле. Канал «Дождь» был объявлен иноагентом в августе 2021 года, то есть 2 месяца прошло. Да. И мы, конечно, поговорим о происходящем на канале, но расскажи сначала, какая была твоя самая первая реакция, как ты узнал, что это случилось? Ну, здесь есть две версии. Одна легенда, а другая правда, потому что она моя. Легенда заключается в том, что я, когда об этом узнал, я побледнел. А моя версия заключается в следующем. В тот день... Нужно немножко сделать шаг назад. Вы, наверное, видели, что какое-то время назад какие-то чуваки завели твиттер-аккаунт Лии Ахеджаковой, и от нее писали всякие, значит, оппозиционные воззвания, на которые реагировал Владимир Соловьев и прочие подонки, и Лия Меджидовна очень из-за этого переживала. И мы с ней буквально за несколько дней до этого общались. И она была у нас в эфире «Дождя», и этим чувакам, видимо, стало стыдно, и, короче, они удалили аккаунт. Мы были очень-очень все собой довольны. Но потом появился инстаграм-аккаунт актера Серебрякова, который примерно тем же занимался. Его там тоже все пришли в комментарии и осуждали людей, которые его ведут. И потом вдруг они пишут: ребята, это эксперимент, который ведут бывшие сотрудники «Дождя», «Медузы», газеты «Ры», чего-то там еще. И утром этого дня, 20 августа, мне звонит газета «Московский комсомолец», по-моему, говорит: слушайте, как вы можете прокомментировать эту историю? Я говорю: я никак не могу ее прокомментировать, это полная чушь, вообще неинтересно. Спасибо большое, всего доброго. И потом уже вечером, часов 6, мне звонит, я собираюсь уходить домой, мне звонит Интерфакс. И говорят: здрасте, Тихон, это Интерфакс. Я думаю, неужели Интерфакс тоже интересуется судьбой фейкового инстаграм-аккаунта Алексея Серебрякова и якобы бывших сотрудников «Дождя», которые его ведут? Я говорю: что такое? Они говорят: как вы можете прокомментировать? Я говорю: что, Инстаграм? Они говорят: нет, почему Инстаграм? Как вы можете прокомментировать ваше включение в реестр иностранных агентов? Я говорю: никак, потому что я об этом узнал только что от вас. После этого, значит, действительно немножко дрожащими ручонками я набрал этот реестр, открыл его, увидел его. И пока я собирался сказать громким, хорошо поставленным голосом об этом, редакция об этом уже редакцию увидела в телеграм-канале «Раньше всех на почти» или в РИА Новости или где-то. Ну вот, ну и так все узнали. А дальше что было? То есть дальше я позвонил Наташе Синдеевой. Она говорит: срочно. Я говорю: вообще да, нас признали иноагентами. После этого Наташа поехала в редакцию, и мы собрались большим составом, потому что нужно было сразу, значит, готовить все эти плашки безумные и все прочее. И все, и довольно быстро мы ответили на какие-то первые редакционные, технические и юридические вопросы с помощью нашего юриста, а потом уже в 8 вечера мы вышли в эфир вместе с Мишей Фишманом, поскольку был эфир его программы и так далее, и уже обо всем в прямом эфире рассказывали. Но вообще вся эта кампания по включению в этот реестр, она идет так вот активно с весны. Да. И у вас какие-то опасения, ожидания, то, что вы туда можете тоже попасть, были? Вы как-то были к этому готовы хоть в какой-то очень много раз за последнее время отвечал на этот вопрос. И постараюсь сейчас на него ответить немножко посложнее, чем я отвечал в последнее время. Действительно, с весны. Хотя первыми СМИ, которых туда включили, были, их иногда незаслуженно забывают, значит, «Настоящее время» и «Голос Америки». «Свобода» еще, да? «Радио Свобода». Но просто «Медуза», которую включили туда 23-го, если не ошибаюсь, апреля, она как бы представляется более российским, что ли, СМИ, чем «Настоящее время». С одной стороны, конечно, мы этого не предполагали. Даже находясь в ситуации полнейшего абсурда, тебе все время хочется надеяться на какой-то не абсурд. Что тебя пронесет, да? Нет, вовсе не в этом дело. Тебя не принесет. Ну, потому что когда происходит... Это вторая часть моего ответа. Поэтому пока с первой. Находясь в ситуации абсурда, ты считаешь, что закон, который называется «Закон об иностранных агентах», не затронет российское СМИ. У телеканала «Дождь» нету ни иностранного собственника, у него нету иностранного юрлица. Телеканал «Дождь» — это российская СМИ, зарегистрированная в Роскомнадзоре, абсолютно со всеми, значит, требованиями.
И поэтому ты думаешь, ё-моё, придумают, наверное, что-то другое. Да. С другой стороны, уже к августу стало понятно, что закон об иностранных агентах, он абсолютно, во-первых, его применение не соответствует тому, что в нем записано, с одной стороны, а с другой стороны стало понятно, что закон об иноагентах — это просто универсальная дубина. И на самом деле это ведь как в фильме «Бриллиантовая рука», а не то отключим газ, а теперь не то отключим газ, а не то признаем иноагента. Вот недавно вышедший приказ ФСБ о том, что нельзя делать это, потому что вы можете стать иноагентом, это очень явное подтверждение того, что закон об иноагентах — это просто такая большая дубина, которую можно применять направо и налево. И важная деталь заключается в том, что этот закон специально подобным образом и написан. В нем, например, есть прекрасная формулировка: при вот этих условиях может быть признан иностранным агентом. То есть, значит, что может быть и не признан. То есть это значит, что финальное решение за кем-то. Это значит, что все, что написано в законе, оно вообще не важно. Оно вообще никого не интересует. Оно вообще никому не нужно. Потому что может быть признан, а может быть и не признан. Ну, ты уже приводил такие примеры, рассказывал о том, что там Арти, в отчетности Арти в том числе есть аналогичные финансовые абсолютно. поступления. Да? Я могу еще раз это повторить. Это просто очень, очень показательная история. Значит, закон об иноагентах, он говорит, что для включения средств массовой информации в список, в реестр иностранных агентов должны быть соблюдены два критерия. Первый критерий: вы должны цитировать распространять информацию, там такая формулировка, ранее признанных иностранными агентами СМИ или общественных объединений или некоммерческих организаций. Это первый критерий. Второй критерий: у вас должно быть иностранное финансирование. Мы заходим на сайт rkn.gov, значит, в котором мы находим раздел, где каждый квартал обновляются списки СМИ, получающих иностранное финансирование. Там есть телеканал «Дождь» за второй квартал. Там есть телеканал «Дождь» за его контракт с Европейским Союзом. Но если вы смотрите весь этот список, вы там находите RT.com, RT Deutschland, RT такой, RT сякой, и Тартас, и прочее, Интерфакс, значит, АНО РИА Новость. Короче, огромное количество российских государственных средств массовой информации. Дальше делаем нехитрое упражнение. Заходим на сайт, например, RT, и находим, что они цитируют «Медузу», тем самым распространяя контент иностранного агента. Все, пазл сложился. Но поскольку там написано «может быть признан», то здесь работает принцип. А может быть и не признан. Ну смотри, когда я спрашиваю, ожидали вы или не ожидали, обычно какие-то слухи могут доходить, какие-то разговоры о том, что вот вы можете... Нет. Вот что-то такое. Нет, у нас нет никаких источников, с нами никто не общается, и это прекрасно. Мы ничего такого не слышали. Мы просто... повторюсь, мы понимали, что происходит со средствами массовой информации в России и что является самым классным для российских властей сейчас методом давления. Поэтому рано или поздно мы понимали, что это произойдет. А ты вообще, например, ты ожидал, что с «Дождем» такое произойдет? С «Дождем» нет, и с «Медузой» это полная неожиданность. То есть, наверное, со временем привыкаешь и как-то адаптируешься. То есть включение, например, «Радио Свободы» в какой-то степени воспринимается, наверное, их могли. Всё-таки, в моей компании, скажем, в моем кругу людей, среди них не только журналисты, даже большинство не журналисты, как раз там зрители, и читатели, и слушатели радио, канала и газеты. 3, да? Да, кто у нас есть? «Новая газета», «Радио Москвы» и «Дождь». И вот когда мы садились и за вином обсуждали и за виски, то все говорили, мы думаем, что «Дождь» будет следующий. Слишком ребята так правду матку режут. Говорили по-житейски там мои товарищи. К чему это подвожу? Ты сказал, что никто не звонил, не писал. И вот грубо говоря, в тусовке, что называется, есть такие слухи, домыслы, что проблема как раз в этом и состояла, что позвонить не знали кому на канал «Дождь», то есть не знали, как донести какую-то обеспокоенность. Не знаю, мне это вызывает недоумение. Есть Наталья Синдеева, есть Тихон Зиткова, главный редактор, есть еще всякие люди. Мы не прячемся, мы не в масках в эфир выходим, у нас настоящие имена и фамилии. Другое дело, что я не очень понимаю, что можно доносить. Ребята, изменитесь, и тогда мы вас не признаем иноагентами.
Нет, спасибо. Ну, мне кажется, этот разговор довольно бессмысленный. Ну да. Как бы за несколько месяцев до того, как «Дождь» был включен в реестр иностранных агентов, «Дождь» исключили из кремлевского пула. Что само по себе... Звоночек, да? Ну, что само по себе не очень содержательно, потому что этого кремлевского пула, насколько я понимаю, уже 2 года как нет, потому что По телефону, президент... селектором. Нет, ну, там есть президентский пул, который ездит с президентом на разные мероприятия. В свое время это для нас это было очень удобно, потому что это давало доступ к телу. Да, там мероприятия, на которые ограничена аккредитация, туда пул пускают, а остальных не пускают. И наш корреспондент Антон Желнов попадал на все эти мероприятия и таким образом получал доступ к телу не Путина в первую очередь, а окружения, там, крупного бизнеса, до которых просто так не дозвонишься, тем более такому зачумленному медиа, как телеканал «Дождь». Но из-за пандемии... Абсолютно. Но из-за пандемии ничего нету. И поэтому по содержанию как бы это ничего не изменило. Кроме того, что после этого нас исключили из этого конференц-колла с Дмитрием Песковым, который, на мой взгляд, абсолютно бессодержательное мероприятие, поскольку ответы Пескова на все вопросы одинаковые. А исключили одновременно да? Ну, да, ну это как бы... Чем они мотивировали? Ну, Дмитрий Песков обо всем сказал в комментарии, по-моему, «Медузе», что телеканал «Дождь», значит, выступил организатором протестов митинг, или да. что-то такое. Да. Ну, это абсурдно само по себе. Но к чему я это говорю, что мы после этого поняли, что это такая своеобразная черная метка, с одной стороны. А с другой стороны, это, вероятно, событие, которое может послужить сигналом для определенных наших, скажем так, недоброжелателей, которые прежде почему-то считали, что у нас есть определенная крыша, раз мы в президентском пуле. В скобках никакой крыши у нас не было. А теперь, дескать, у нас этой крыши нет. И можно объявлять кампанию против «Дождя». Возможно, это и так работает. Но на самом деле все равно. Честное слово. Мне кажется, что ровным счетом нет никакого смысла пытаться просчитать хитросплетение поступков, решений, событий, заявлений. Сколько раз мы это проходили в 2014 году, когда телеканал «Дождь» после так называемого блокадного опроса отключили из кабельных спутниковых сетей, выселяли из офиса и прочее. Сколько раз мы ловили все эти сигналы, сигнальчики, это сказал то, это сказал то. Вы видели, как он сегодня посмотрел, когда он говорил про «Дождь»? Наверное, это значит, что все будет очень хорошо. Или, черт возьми, он сегодня так посмотрел, когда он про «Дождь» говорил. Все будет очень плохо. Все это не имеет ровным счетом никакого значения. Ну окей, как ты думаешь, за что конкретно, может быть, вас включили? Или в рамках кампании, общей кампании? Я думаю, что, несомненно, в рамках общей кампании. Слушайте, есть простая история. 1,5 года назад, не так, год с небольшим назад мы жили в одном государстве. Да. Сегодня мы живем в другом государстве. Год с небольшим назад мы жили, значит, в одном государстве, а сейчас мы живем в государстве, где... сперва пытались убить, а потом посадили в тюрьму лидера оппозиции. Все. Ну, как бы это абсолютно две разные истории. И дальше мы смотрим, что произошло с этого момента. А еще до этого, за 2 месяца до этого, мы жили в государстве, где была одна конституция, а потом она стала другой. После этого мы какие-то факты и фактики сюда еще подбираем. Протесты в Беларуси, где в системе с абсолютно закрученными гайками десятки и сотни тысяч людей объединились и вышли на протесты. Это ковид, который на фоне отсутствия поддержки со стороны государства приводит людей в состояние депрессии, озлобленности и вообще не понимания, что происходит, потому что ковида то нет, то он есть. То его нет, но мы его победили. То его, значит, снова нет, но мы его опять победили. То его нет, но надо маски носить, иначе 5000 рублей в метро надо будет заплатить. То его нет, но надо вакцинироваться. Но их вакцины плохие, а наши хорошие. Так а как так может быть, если это все вакцины, а кроме того ковида? В общем, полная какая-то голова кругом. И на этом фоне возвращается Навальный, протест, то все 5-10. И, конечно, наше государство, к моему огромному сожалению, не бывшее до этого демократическим государством, оно, видимо, решило, что и не надо делать вид, что это демократия. А государству авторитарному, переходящему на какие-то рельсы диктатуры, ему не нужна свободная пресса. Потому что ему нужно что? Ему нужно, чтобы все шли прямо. Там впереди стена, черт возьми, они же врежутся, расшибут все лбы. Нет, я государство, хочу, чтобы они шли прямо. Тут появляется... Секунду, сейчас, можно я закончу просто эту метафору? Тут появляется Каныгин, да, независимый журналист, который говорит: чуваки, там впереди стена, но вы можете повернуть налево, вы можете повернуть направо, вы можете вызвать Uber, кроме того, вы можете сесть и никуда не идти.
А после Коныгина еще какой-нибудь Анин, признанный иностранным агентом, подбежит к этой стене, постучит по ней, значит, немножечко проведет какую-нибудь щеточку и скажет: так, на этой стене украдено 500 миллионов рублей, построена она из некачественного асбеста, и вообще все это полная ерунда. Все, государство авторитарное, переходящее на речь диктатуры, это не нужно. Не нужно, чтобы люди ушли. Пусть они расшибут себе лбы. Мы так хотим. Все, в этой ситуации, конечно, происходит полная зачистка. А дождь, возвращаясь к вопросу, я прошу прощения, и дождь, с одной стороны, часть из тех, кто страдает в рамках этой зачистки, но с другой стороны, конечно, дождь — это СМИ, которые миллионам жителей России в январе рассказывала о протестах против ареста Алексея Навального. Вот как раз об этом, да, я хотел на этом остановиться. Потому что ты говоришь, что да, там кто-то указывает направление, кто-то подходит и там шебуршит ложечкой. Но это, скажем, с нашей точки зрения. А в их восприятии это какие-то люди начинают копаться в их грязном белье, начинают, в общем, сокрушать какие-то основы того, что они построили, ковыряют, да, там Анин не изучает, а ковыряет просто не ложечкой, а ломом, да, и все это, обо всем этом узнают люди, а телеканал «Дождь» и другие СМИ, они все это транслируют на просто широчайшую аудиторию, подхватывают это в момент, когда страна действительно в напряжении, когда люди выходят на улицу, а самый главный берлинский пациент, да, бунтарь, или как там его назвал, значит, наш президент, значит, все это дело еще и усиливает. То есть в их восприятии это такая как бы игра не по правилам получается. Вот ты пытался просчитать как бы эту логику? Мне очень сложно эту логику просчитать по одной простой причине. Мы находимся... У нас есть огромная разница в поколениях. Да. Я, вы и вы. Мы будущее России. А эти ребята нет. Потому что они очень, с позволения сказать, взрослые чуваки. Очень. И они абсолютно... Они вообще не понимают, как мир меняется. Они вообще не понимают, что нужно людям, которые живут в этой стране. И логика, наверное, такая. Наверное, они действительно считают, что человек, что я и там мое средство массовой информации, наше средство массовой информации, что мы иноагенты. Наверное, они считают, что если у нас был грант с Еврокомиссии на какие-то копеечные по меркам телепроизводства суммы, то значит, что мы танцуем под дудку Жозепа Борреля или не знаю, какого-нибудь еще... Вашингтонских кукловодов. А поскольку мы под дудку Жозепа Борреля, то Боррель-то он под американскую дудку танцует, то, соответственно, мостик мы танцуем под дудку, значит, Байден. Я для себя понял в какой-то момент, что нет никакого смысла пытаться понять логику этих людей. Потому что вот сегодня, например, Владимир Путин выступал на энергетическом форуме, и ему задали вопрос... Модератор дискуссии, ведущая, по-моему, CNBC, задала ему вопрос: а признают ли Дмитрия Муратова иностранным агентом после получения Нобелевской премии мира? Отличный вопрос. Да, и он отвечает, во-первых, уж простите, при всем уважении, в соответствии с этим законом, конечно, Дмитрия Муратова должны признать иностранным агентом, потому что он распространяет данные других иностранных агентов, а одновременно с этим получил копеечку из-за рубежа. Если мы по букве закона следуем. Но Владимир Путин говорит следующее. Он говорит, если он не будет нарушать закон и прикрываться своей Нобелевской премией, то не признают. Я вообще ничего не понимаю теперь. Потому что закон об иностранных агентах, он не про нарушение закона. Условно говоря, он не говорит, нельзя получать иностранное финансирование, а если ты его получишь, то будешь признан иностранным агентом. Закон об иностранных агентах говорит, за получение иностранного финансирования ты можешь быть признан иностранным агентом. То есть здесь нарушения нет в принципе. А Путин говорит о нарушении. То есть как мне пытаться понять его логику, если в сказанном отсутствует смысл полностью? Понимаете? Поэтому я для себя сделал вывод следующий. Я не пытаюсь понять эту логику, потому что ее нет. Я спрошу еще, раз мы начали говорить так плотно про президентов, а помнишь этот период, когда на «Дождь» приезжал Медведев? Когда он признавался в любви. Да. Муратов к нему ходил, и он Муратову наговорил много всяких хороших слов. И вообще был такой период, как мы ее называем теперь, да, с тоской в сердце, модернизация. Вот. Понятно, что от нее не осталось и следа, но тем не менее вот какой-то этот флер
каких-то более-менее конструктивных отношений, да, с властью, и пусть там с человеком, который отошел от власти, но тем не менее, он вообще никак не влияет на ситуацию теперь. То есть Медведев Ты вообще... себе хочешь сказать, что «Дождь» — медведевский канал? Нет, я нет хочу сказать. Я хочу сказать, что неужели вот те отношения, которые были, да, вполне нормальные человеческие, от них не осталось ничего. Ну, от них осталось то, что существует «Дождь». Ну, потому что «Дождь» появился в 2010 году, когда получил лицензию как средство массовой информации в то самое время так называемой медведевской оттепели. Я думаю, что ни в 2008, ни в 2007, ни в 2013 каком-нибудь это было бы невозможно. Просто телеканал не был бы зарегистрирован. Да. А в остальном, конечно, ничего не осталось, потому что ничего и от Медведева не осталось. Мы все читали его статью в газете «Коммерсант» про Украину. Да. И здесь просто остается догадываться. Там был тогда с 18 по 12... есть в «Гарри Поттере» есть вот это вот зелье, которое, например, в 4 книжке пьет преподаватель магии. Феликс Фелиси. Какое там зелье, которое из тебя делает другого человека. И вот непонятно. Нет, оборотное зелье. Да, вот, непонятно, оборотное зелье Медведев пил с 8 по 12 год, или же он его начал пить после того, как закончил быть президентом. И свобода лучше, чем не свобода, он, видимо, говорил под воздействием заклинания, как там, Круцио. Или Империус. Может быть, это Демушкин выпил оборотной земли. Короче, это я к тому, что, конечно, ничего не осталось, и мы это видим по тому, что Медведев говорит и что Медведев делает, когда он говорит и делает. Вот. Да. Ты упомянул уже 2014 год, когда «Дождь» исключили из пакетов операторов спутниковых и кабельных. По сравнению с той ситуацией, она была тяжелой, вы тогда придумали подписную модель. Вот то, что сейчас происходит, это сложнее, тяжелее для канала? Сравни. Это легче, потому что, во-первых, мы сейчас не одни. Когда ты один, то это как-то печальнее. А тогда мы были первыми, относительно, а потом уже была Лента.ру и какие другие средства массовой информации. Я имею в виду первыми в той волне, потому что их было несколько. Это, во-первых. Во-вторых, это легче, потому что мы умеем адаптироваться. А в-третьих, это легче, потому что в тот момент телеканал «Дождь» был нормальным СМИ, нормальным телеком. Телеком с рекламной моделью, телеком с абсолютно четко построенной этой бизнес-моделью, как должно на самом деле функционировать нормальное телевидение. И поэтому в тот момент, когда отвалились кабельные спутниковые операторы крупнейшие, а вслед за ними отвалились и абсолютно большинство рекламодателей, конечно, для нас это было абсолютным падением. Но, как справедливо было сейчас с тобой сказано, мы выстроили другую модель. Мы ее все время меняли. Еще год назад мы ее изменили вновь, добавив туда значительную часть YouTube и открытого контента. И поэтому, с одной стороны, для нас не был большим ударом коронавирус, как он был, например, для радио «Серебряный дождь», который за неделю потерял 90%. А с другой стороны, для нас не было большим ударом это иноагентство в той степени, в которой это, например, было для «Медузы», у которой была рекламная модель. Это если говорить про техническую сторону и не учитывать эмоциональную. Если говорить про техническую, то, конечно, в этот раз проще. Ну и про финансовую в том числе. Ну, техническую сторону. Про финансовую. Да. А сейчас рекламодатели, которые есть, как они себя повели? От нас не ушел ни один рекламодатель, за что им огромное спасибо. Но здесь просто история в том, что, понимаете, вот телеканал «Дождь» 2014 года поселили в чумном бараке. А сейчас в августе 2021 года у нас появились трупи, так здесь, на носу. И те, которые с 14 по 21 год соглашались к нашему чумному бараку подходить, они так и немножко уже все. Немножко кукушечные, как говорит моя мама. Значит... Зоя Светлова надо отметить. Значит, для них они вообще отбитые. Им поэтому теперь иностранный агент. Окей, все, они и так, добавились в трупе. Хорошо,
Мне нравятся метафоры во время сегодняшнего разговора. Иллюстрации из Гарри Поттера. Да, я уже упоминал про YouTube, хочу сейчас еще раз спросить. Есть такая версия, ну, она очень стройная и логичная, что власть, конечно же, пытается найти способ влиять на YouTube. И «Дождь» среди всех СМИ, среди всех информационных ресурсов в России был лидером по превращению возможностей YouTube, да, вот в такое, как бы, в очень мощный информационный ресурс. То есть на YouTube можно смотреть новости, и это новости «Дождя». И мы все помним миллионы просмотров во время тех же самых протестов, и не только протестов. У тебя есть ощущение, что вот, может быть, как раз-таки YouTube, да, был целью, да, в том числе, и вы, как самые успешные, скажем так, у кого наиболее успешно получалось реализовывать модель YouTube в России, новостную, вот, это первая часть. А вторая часть, ты, наверное, слышал, Ваджицки, да, это президент YouTube, она сказала, что мы будем договариваться с властями России. Вот это такое какое-то тревожное заявление, как ты его интерпретируешь? Я не думаю, что YouTube был целью, но YouTube это и есть цель. Да. Это одна из целей. И для «Дождя», просто для нас YouTube стал возможностью сменить эту бизнес-модель и из маленького канала под подпиской превратиться в канал, про который мы можем абсолютно не без пафоса и не утрируя, сказать, что его каждый значит, месяц смотрят миллионы людей. YouTube в отсутствие возможности быть включенными в кабельные и спутниковые пакеты крупнейшие, я специально говорю крупнейшие, потому что мы остаемся во многих кабельных пакетах, но они просто меньше, у нас это очень рынок очень сильно замонополизирован, как и все остальное. Так вот, при отсутствии возможности быть там представленными, YouTube, по сути, нам эту возможность дает. То есть мы таким образом попадаем в каждый дом. И, конечно, если бы мы сохраняли прежнюю свою бизнес-модель и были маленьким телеканалом под подпиской, наверное, нас бы признали иноагентом, условно говоря, не в августе, а в ноябре там, или где-нибудь. Ну, потому что просто меньше до нас очередь бы позже дошла. Но поскольку мы находимся стабильно на 2-3 месте среди российских информационных YouTube-каналов, и нас опережает НТВ и Россия за счет сериалов, которые они публикуют, то понятно, что внимания к нам много. Но я не думаю, что... Я не верю в историю YouTube в России закроют. Я верю в историю YouTube будет пытаться договариваться, и это тем самым я отвечаю на вторую часть твоего вопроса. Я думаю, что, собственно, из-за этого сейчас возбуждено это новое дело против Навального и его соратников. Это сделано для того, чтобы закрыть Навальный Лайф и канал Навальный. Потому что YouTube, я думаю, будет говорить следующим образом. Дайте нам документ, как говорит девушка моей жены. Документ покажите. И вот покажут документ. Решение Басманного суда города Москвы о том, что Навальный Алексей Анатольевич является организатором экстремистского сообщества. И поэтому этот YouTube-канал является проводником его экстремистско-сообщнических идей. Ну и, значит, руководитель YouTube скажет: слушайте, мы не можем с вами спорить. Я думаю, что это очень неприятный, как ты говоришь, прецедент, но мы же это уже все... Прецедент же, на самом деле, не это. Это просто заявление. А прецедент — это удаленные ролики с рекомендациями умного голосования. Да. Прецедент — это удаленное приложение Навальный из интернет-магазинов Apple и Google. И более того, мы как бы страшно даже не то, что они их удалили, вернее, это страшно, это плохо, но еще как-то противнее становится, когда ты понимаешь, что они их вернули. То есть они их удалили на то время, когда им сказали их удалить. То есть они абсолютно манипулируемы. Какое-то компромиссное решение такое, компромиссное со знаком минус. Но, а вот в принципе, если порассуждать, если пофантазировать, как ты думаешь, будет развиваться ситуация с YouTube? Не знаю, честное слово. Ну, правда. Я думаю, что будет все больше и больше ограничений, все больше и больше наездов. Там же какие-то уже миллионные, триллионные, значит, суммы штрафов и у YouTube, и в целом у Google, и у Twitter, и Facebook, и так далее, и так далее. И я думаю, что, к сожалению, мы сейчас имеем дело с тем, что
бабло побеждает зло. В плохом смысле слова. Мгм. И я думаю, что эти IT-гиганты, они будут идти на те требования, на те ограничения, которых от них будет ждать российское Мгм. государство. «Дождь» как-то готовится к такому развитию событий? Ну, то есть понятно, что там экономические прогнозы на следующий год публикуются всегда с оптимистичным каким-то вариантом, с негативным вариантом и с каким-то таким средним. Вот у вас есть план действий там Ну, на с одной стороны, ближайшее да, и время? мы смотрим на разные площадки, мы все время пытаемся как-то быть диверсифицированными. Значит, и не сидеть на игле Ютуба, и не забывать, что наша главная вообще как бы база нашей поддержки, вообще наш фундамент, это наши подписчики платные на сайте и так далее, и так далее. Но с другой стороны, понимаете, в чем проблема? Очень, ну как бы, ты берешь маленький молоточек такой, и маленькими гвоздиками строишь маленький домик. Вот он у тебя такой, там какие-то переходы. Вот здесь такая комната, это комната YouTube. А здесь у тебя комната сайта, а здесь у тебя комната, не знаю, Рутюб. А здесь он приходит пьяный такой чувак с кувалдой и начинает все разносить. Что-то там, одна комната туда отлетела, это сюда, потом ты это все немножечко собираешь снова. Ну, ты уже немножечко помятый, комната без дверей какие-то без окон, все немножечко кривое. Ну, ты снова это все выстраиваешь. Вот в 2014 году тебе все поломали, ты выстроил свой домик. Он же немножко бедненький. Вместо черепицы красивой, там солома, да, такая, ну, тоже неплохо. Снова приходит, значит, и направо, налево начинает палить из пулемета. Оп, прилетела важная история. Оп, немножечко сюда, немножко сюда. Поэтому подготовиться к этому абсолютно невозможно. Можно просто каждый день возводить свою хижинку. И постепенно каждый день делать ее больше, чтобы в ней помещалось как можно больше твоих зрителей. Вот. А что со зрителями, кстати? Вы каждый раз теперь говорите, подписывайтесь, еще более активно говорите, подписывайтесь на «Дождь». Это сейчас особенно важно. Как-то за эти 2 месяца поменялось число подписчиков? Нет, в какую-нибудь сторону? Просто число зрителей, число подписчиков — это разные величины. А давай и те, и другие цифры. Число зрителей сильно не менялось. У нас стабильно в месяц смотрят от 13 до 15 миллионов человек, иногда больше, когда какие-то, ну, как, например, это было в январе, когда были протесты по поводу возвращения Навального, или в прошлом августе, когда был первый месяц протестов в Беларуси, но стабильно это где-то 13, 15, 16 миллионов. И на этом уровне мы держимся, что прекрасно, собственно. А подписки за последние 2 месяца они выросли процентов на 10, по-моему. Это в районе 50 тысяч человек. Угу. Я еще смотрела к цифрам сюда же петицию, которую сейчас распространяют все практически медиа независимые, да, и те, что признаны иностранными агентами, и те, что не признаны, призывают подписывать петицию об отмене этого закона. 176 тысяч, по-моему, человек подписали. Вот я, с одной стороны, смотрю, и Change.org мне показывает, что это одна из самых популярных петиций там, и это круто. Но с другой стороны, вот это несопоставимо с теми 15 миллионами зрителей «Дождя», о которых ты говоришь. Да, и кажется, что это немного, что, ну, потребителей... А почему так получается? Да, почему так? Больше независимого контента. Наших зрителей и читателей больше сильно, чем... Ну, во-первых, слушайте, вот во-первых, мы все довольно ленивые. Я могу честно сказать сейчас, к ужасу своему, что я при том, что я не подписал эту петицию. Ну, в смысле, именно на сайте Change.org. Я ее подписал как телеканал «Дождь», поставил там, но просто у меня руки не дошли это сделать. Как физик ты этого не сделал, да? Абсолютно, надо сделать. Ужас. Во-первых. Но есть и другая причина, намного более важная. Она заключается в том, что вот мы проводили на днях, во вторник, мы проводили марафон в поддержку петиции и марафона, одним из организаторов которого «Новая газета» была тоже. И мы на стадии подготовки мы обсуждали, что бы такое сделать, хоть на голове протанцевать, чтобы этот марафон был кому-то интересен. Почему? Потому что иностранные агенты, это ужасно скучно. Это нечто, что не происходит в развитии. Когда происходит митинг, когда происходит война, когда происходит трагедия,
когда происходит, значит, даже выступление президента перед федеральным собранием, это нечто, что происходит у тебя на глазах, здесь и сейчас. А само по себе явление иностранный агент не является таким секси в плане зрительского интереса. Потому что ты зритель, несмотря на то, что мы об этом долдоним каждый день, не соотносишь это с собой. Ты не понимаешь две простые штуки, что, с одной стороны, ты сам можешь стать этим иностранным агентом вот так вот, и ты столкнешься с огромным количеством неудобств и огромным количеством обязанностей, которые тебе надо будет выполнять. А вторая проблема, которую также человек, мне кажется, массовый зритель, ненавижу это словосочетание, но тем не менее, штука, в которой он себе не отдает отчет, заключается в том, что ты привык, например, что если ты, не дай бог, заболеешь какой-то серьезной болезнью, и государство тебе не поможет, ты знаешь, что за последние 20 лет в России появилось огромное количество фондов, но они-то уж точно тебе помогут. Но проблема в том, что если этот фонд будет иностранным агентом признан, и потом на него навесят множество штрафов, и он вынужден будет закрыться, то тебе некому будет пойти. И поэтому человек не слишком понимает, что эта история не про «Дождь», не про Дзитко, не про Анина, не про «Важные истории», не про другие СМИ и людей, признанных иностранным агентом. Это история про каждого. И это нормально. Потому что это слово, это закон, это какие-то пункты, подпункты. Вот я вам сейчас рассказываю, говорю, реестр, РКН, квартал, такой-сякой, это скукота. Но это не значит, что эти 170, сколько там тысяч человек, это мало. Это не мало, это уже много. Но этого должно быть больше. Я убежден, что это будет больше. Просто вообще понимать, что каждое слово, которое говорит и делает государство, касается тебя, очень сложно. Если понять, что ты в любой момент своим государством можешь быть признан иностранным агентом, то вообще довольно хреново здесь жить. Потому что ты враг. Ты идешь по улице, и ты понимаешь, что ты потенциальный враг государства. Это не хочется осознавать, это не хочется себя впускать. Гораздо проще и иногда и легче просто посмотреть телеканал или задонатить ему, но в целом как бы не впускать это в свое сознание. Но ты же видишь, что происходит. Ты сейчас правильно сказал, что это не хочется впускать. Когда ты это впускаешь, что ты просто понимаешь, что тебе здесь не место. И вот среди этого там скольки вот этих вот нескольких десятков иноагентов, среди них очень многие уже на самом деле уехали. За пределами страны. Да, кто-то не афиширует, а кто-то уже сказал об этом. И если мы стоим перед перспективой, когда этот список будет расширяться по экспоненте, да, ну, по крайней мере, увеличится довольно значительно, то перед какой мы оказываемся перспективой? Что у нас не будет журналистов в России? Первое, это уже не перспектива, это то, что произошло. И это ужасно. Мы к этому относимся как к обыденности. Это нормальная штука. Ну, он иностранный агент. Ты иностранный агент, ты еще нет, скоро будешь. Ну, такой разговор. Это новая нормальность, которая нормальностью не является. И тот факт, что это становится нормальностью, делает это еще больше ненормальностью. Это, во-первых. Во-вторых, я думаю, что, конечно, в скором времени этот список будет в себя включать не несколько десятков, сколько там сейчас, 60-70, наверное, позиций, да? А он будет включать в себя несколько сотен. Мы уже никто из нас сейчас не скажет, сколько позиций в списке НКО иностранных агентов. А их там несколько сотни. А если говорить про лет 15-20, как ты думаешь, в каком состоянии будет вообще журналистика? Ну, давай в нашей стране, допустим. Ну и в целом глобально. К чему мы придем через... Это же невозможно прогнозировать, потому что это напрямую зависит от того, что будет происходить в стране. Если в стране все будет происходить по той же траектории, как сейчас, то журналистика еще больше будет превращаться в партизанское движение. Если все будет несколько иначе, в сторону улучшения, то журналистика будет обратно приобретать более цивилизованные очертания. Но и в первом, и во втором случае я абсолютно убежден, и это на самом деле ответ на вопрос, который прозвучал прежде, а я как-то его замылил. Я абсолютно убежден, что журналисты из России никуда не денутся. И я абсолютно убежден, что журналисты в России будут. Просто мы привыкли, и нам удобно было прежде
что прежде были редакции. Ну вот, например, «Новая газета» — это классическая редакция. Да. Да? Или телеканал «Дождь», у нас он немножко по-другому это выглядит, у нас тоже «Ньюзрум». А уже сейчас огромное количество медиа — это медиа из 3 человек, из 5 человек. У них нет редакции. Им не нужно собираться. Они сидят у себя дома или встречаются в коворкинге. То есть мы пришли к формату персональной журналистики такой, по сути. Ну, нет, это не персональная журналистика, просто это прежде было как? Гендиректор, у него кабинет. Потом, значит, главный редактор, у него 28 замов. Ну, обязательно есть 3 первых зама. Значит, потом отделы. В отделе есть руководитель. У руководителя 17 замов. Значит, водители. То все 5-10. Все это уже не нужно. Ты, как бы, насколько ты стал телерепортером, насколько для того, чтобы быть телерепортером, тебе не обязательно, чтобы у тебя был грузный оператор с камерой ТЖК, поскольку у тебя есть iPhone, который снимает уже намного лучше этого. Настолько же и для того, чтобы редакция существовала, вовсе не нужны сложные структуры с акционером и всем прочим. Ну, вот какое-нибудь издание «Холод». Это не так много людей, у них нет офиса, насколько я понимаю, они могут быть раскиданы все, да хоть по всему миру, и все равно будут функционировать. Так, я думаю, будет и в дальнейшем, в любом случае. И журналистика никуда не денется. Паша спросил про такую отдаленную перспективу, там, 10-15 лет, Паша да? оптимист, да. А ты в начале нашего разговора говорил, оглянитесь на год назад, мы жили в другой стране, а сейчас буквально за год мы из формата авторитарного переходим, сейчас мы видим этот переход на рельсы диктатуры. И вот в таком случае в ближайшее время, там год-два, что будет происходить, учитывая то, как стремительно все менялось в течение года? Ну, в плане журналистики хотя бы. Я думаю, что наши неуважаемые оппоненты нам за этот год неоднократно попортят кровь. И мы еще будем удивляться их изобретательности в совершении пакостей в отношении и «Дождя», и прочих наших коллег. Но удивившись их изобретательности, каждый раз мы будем удивляться следом нескольким вещам. Мы будем удивляться уровню запроса на журналистику от наших зрителей, слушателей, читателей. Мы будем удивляться готовности словом, делом и рублем их поддерживать нас, то есть эти самые СМИ. И, наконец, мы будем удивляться своей собственной изобретательности в том, как мы, отвечая запросу и вниманию наших зрителей, слушателей и читателей, всякий раз придумываем что-то новое, чтобы обойти изобретательность наших неуважаемых оппонентов. Мы в прошлом выпуске разговаривали с Сергеем Соколовым, заместителем главреда «Новой газеты», и он говорил: ребят, ну вы молодые, поэтому вы так удивляетесь тому, что сейчас происходит. Мы-то все это уже видели, как бы. Мы помним и цензуру хорошо, и Эзопов язык. А я в этой связи вспомнила еще твой пост в Инстаграме как раз про Эзопов язык. Ты опубликовал, значит, фотографию с обложкой газеты «Ревдинский рабочий». Там опубликована статья о лесных пожарах и такая красная плашечка с надписью «Нам нужен хороший русский дождь» капслоком. Это для нас важная история, тоже капслоком. И как бы вот он, этот самый Эзопов язык. Получается, что мы примерно в той же парадигме находимся, что и Сергей Соколов. Ну, я думаю, что мы находимся не в той же парадигме, хотя мы все с... О которой говорил Сергей Соколов, да. Да. Мы все на «Дожде», например, с восторгом увидели эту обложку Ревдинского рабочего, и к нам в студию приходил, если не ошибаюсь, его зовут Евгений Зиновьев, он уже бывший главный редактор Ревдинского рабочего, там сменился глава редакции, который нам сказал, что это вообще не первый случай, не первый раз, когда Ревдинский рабочий делает подобные обложки, у них там все время то игра слов, то еще что-то. Но, конечно, есть какие-то параллели, и что-то сходится. Но все равно это все другое. И, наверное, можно было бы это сравнить с каким-то поздним застоем,
исходя из того, что мы знаем о том, что происходило тогда. Но все равно это не будет в полной мере отражать происходящее. Все равно это со всеми своими контекстуальными подробностями, со всеми, значит, факторами внешними, внутренними, какими угодно еще, все равно это октябрь 2021 года. И нужно на это равняться, потому что когда мы начинаем сравнивать с чем-то, мы себе немножечко упрощаем задачу, потому что мы знаем, что тогда в итоге пришло вот к этому. И когда было хорошо, например, то через там, 5, 7, 10, 25 лет стало лучше, значит, надо подождать 5, 7, 10, 25 лет. Но здесь же нет такой цикличности, поэтому нужно жить тем, что происходит, и иметь дело с тем, что происходит сейчас. Ну и личный вопрос, наверное, тебе. Ты за вот последнее время думал о том, чтобы уйти из профессии, заняться чем-то другим? Нет, ни в коем случае. Проблема заключается в том, что я ничего не умею. Ну, то есть я когда мне было не дождешься. Абсолютно, когда мне было лет 5, я шел мимо, мы жили там на Ленинградском проспекте, на Динамо, и там реставрировали церковь. Я увидел, там лежал кусок мрамора. Я был, вау, можно его продать. Мне было 5 лет. И я отнес его домой, ходил по Ленинградскому проспекту, подходил к людям, говорил, продаем мрамор. Потому что мрамора у меня не было, он дома лежал. И какой-то сердобольный, значит, мужчина сказал, хорошо, и дал мне сколько-то рублей, я не помню сколько. Я говорю, подождите, сейчас принесу. Я пошел за мрамором, когда вернулся с мрамором, его, естественно, не было. Это я к тому, что это едва ли не единственное мое успешное предприятие, кроме работы в журналистике. Но опять воровать мрамор и его продавать, наверное, мне не хотелось бы. Поэтому, возвращаясь к несколько слов назад, я ничего другого не умею. Поэтому ни в коем случае нет, я об этом не задумывался и не хочу задумываться.